По теории мы пройдем немного позже, но в двух словах, что такое разлом капсулы? Вы же изучали, состояние, что такое капсула, она вас защищает, оберегает, энергию сохраняет. Вы взяли, нет, дырку такую проломили. Причем это не кто-то делает, это делаете вы своими эмоциями. Потому что если кто-то извне, то приходят представители кармы и ремонтируют. Вы же не виноваты, это что-то виноват. Они наказывают хулиганов. А если вы изнутри постоянно долбаете, ну что ж ремонтировать, если хозяин свой дом рушит? Да, и потом из этой капсулы ваша энергия выливается. Все желающие в вашу капсулу входят, что там находят, выковыривают. Вы же разрушили свой дом, он не защищает. С этим понятно? Затемнение капсулы, ну, да, вот, над чем мы сейчас немного поработаем. Негативные состояния, негативные эмоции, негативные привычки, негативные желания. Вот если человек постоянно генерирует какую-то энергию, вот она скапливается, ну, там по-разному, на дне капсулы или в виде запашка такого внутри капсулы, и вы в этом находитесь. И вам от этого не очень хорошо. Ну, как именно мы рассмотрим, где-то это ваши проблемы, часть проблем может быть у сознания капсулы, там есть ячеечки, у них там копия сознания, если ваши предки были там обжорами, лентяями или еще кем-либо, вот эти ячейки, они будут темные. И вот эти темные ячейки, они притягивают темную энергию. То есть сидит внутри капсулы человек, он живет на темных энергиях. Ну, не человек, а копия. Да? И сюда заходит темная энергия, его нужно вылечить. Тогда он будет легче дышать, легче жить. Да? Но в основе будет лежать что? Негативное состояние, негативные эмоции, негативные желания, негативные привычки. Тема эта огромнейшая. Мы ее только надкусим немного. Да? Что именно у вас, если оно есть, что именно у вас работает, вы будете определять самостоятельно, но мы пройдем по ключевым программам. То есть состояния должны быть позитивные. Если вы не культивируете светлое состояние, значит вокруг вас автоматически накапливается, вы генерируете темную энергию, потом она вас вынуждает жить в этом состоянии сама. Почему? А вы сформировали внутри капсулы такую среду. Да? Поэтому, по крайней мере, по ключевым программам пройдем, чтобы их можно было бы зачистить. Свою зачетку, пожалуйста, подпишите. Слушателя, фамилия, имя, отчество. Пожалуйста, не забывайте ее на каждом занятии, чтобы она была с собой. И мы с вами начинаем работать. Первое занятие, да, вот первый разворот основной, капсула, затемнение и разлом капсулы. Пожалуйста, тема сегодняшнего занятия, это у себя в конспекте, пожалуйста, пишем. Капсула, затемнение и разлом. Капсула, затемнение и разлом. Надеюсь, у вас есть наши книги. Если нет, желательно, конечно, приобрести. Там «Философия космоса», 1 глава из 3 посвящена, если не ошибаюсь, капсуле. И общетеоретическую информацию, конечно, желательно регулярно впитывать, чтобы была соответствующая картинка. Потому что здесь мы не будем подробно рассматривать, что такое капсула, для чего она нужна, как она устроена. Мы будем рассматривать только эти вопросы очень коротко, с точки зрения их практического применения. По крайней мере, что нам нужно знать о капсуле в целом. Пожалуйста, первый пункт. Капсула. Роль. Капсула. Роль. Первое. Обеспечение. 20% энергии. Обеспечение. 20% энергии. Ну, давайте прокомментируем. Чем плохо материалистам? Они видят только тело, соответственно, тонкими системами, они в принципе не могут управлять. У них для этого нет программ. Вернее, управление идет автоматически, да, если оно там не блокируется как-то. Но осознанно ничем человек управлять не может. Да, там, чакрами, чтобы они горели. Если ты не даешь им программу «гори», и у тебя там программа «жить тяжело», вот они всегда в печали. А чтобы они начали сиять, давать радость, силу и все остальное, им нужно дать программу. Да, пожалуйста, сияйте. Тогда есть шанс получить соответствующий результат.
И как источники энергии, да, желательно понимать, что тело — это всего 8% энергии. Да, остальное — это сознание, тонкие тела, внешняя система — это капсула и дух. Вот капсула, если она в порядке, она работоспособна, вы над ней не поиздевались, она дает вам 20% жизненных сил. Да, то есть она набирает энергию с тонкого мира и формирует вокруг вас, ну, скажем, вашу внутреннюю среду. То есть, чем меньше человек, тем у него капсула поменьше, чем больше, тем у него капсула побольше. Ну, из разных частей она состоит. Одной из основных — это оболочка капсулы. Что она делает? Вокруг вас, да, со всех сторон. Стены, крепость. Она сохраняет вашу внутреннюю энергию, чтобы она не растекалась. Вот каждому комфортно, рыбе в воде, птичкам в воздухе, да, кому-то под землей. Человеку комфортно, когда вокруг него его родная энергия. Да, вот родная энергия. Для чего кожа? Защищать тело. Для чего капсула? Защищать тонкие тела, защищать энергию. Чтобы ваша энергия не выливалась, а инородная энергия не входила в вас и вас не разрушала. Да, вот 20% вашей энергии жизненной — это капсула с точки зрения обеспечения. Второе — защита. Защита. Интерес. Сохранение внутренней энергии, чтобы она не терялась. Сохранение внутренней энергии. И недопущение воздействий извне. Недопущение воздействий извне. Я в двух словах напоминаю, как работают духовные законы. Магия или проклятие или еще что-то. Да, вот есть вы, вокруг вас капсула, капсула подключена к карме. Если по отношению к вам идет какое-то воздействие, но незаконное, да, капсула говорит: алло, карма, а у нас незаконное вторжение. Приходят представители кармы, говорят: хулиганы, да, и наказывают. Если эта претензия законная, ну или даже по-другому, может и претензии такой нет, старшая капсула смотрит: алло, карма, клиент запил, совсем плохой стал, придется наказывать. Хорошо, присылает команду, и та выставляет воздействие. Или идут претензии обоснованно. Жалко клиента, но по праву наказывают. Вот воздействия проходят те, которые, да, карма пропускает по тем или иным причинам. Да, но капсула — это в данном случае механизм, который эти вопросы регулирует. За исключением когда? Когда в капсуле дыра, которую вы сами проломали. Да, вот вы же разломали крышу своего дома. Но кто виноват в том, что вам на голову капает? Вы. Правильно? Вот если вы разрушаете капсулу, то защита перестает работать. Ну, почему? Вы разломали. С этим понятно, да? Воздействие извне. Третье. Ячейки, запятая, копии сознаний, связь с тонким миром. Сейчас прокомментируем. Ячейки, копии сознаний, связь с тонким миром. Есть? В данном случае сознание капсулы слева от вас. Кастанеду читал: ваша смерть всегда рядом. Ну, как бы и жизнь, и спасение, и помощь, и все остальное. Ну, всегда рядом, да? Слева от вас, да? Сознание капсулы. Оно связано через вишутку с вашим сознанием. Информацию считывает. Это условное изображение. Да? Вот здесь этих ячеек, это условное изображение, квадратики, ячейки. У кого-то их больше, у кого-то меньше, зависит от того, насколько капсула вот такая почтенная, да, сколько в ней человек проходили обучение при воплощении на Земле. То с каждым человеком там появляется еще новая ячейка, еще одна копия сознания. Копия сознания, предположим, то ваш духовный родитель, бабушка или дедушка, вы рождаетесь, и кто-то из бабушки или дедушки, его копия, да, сюда добавляется в одну из ячеечек. Для чего эти копии нужны? Предположим, вы делаете заказ «Тонкий мир». Силы света, прошу, на бал, платье, классное, супер и недорого. Говорит: хорошо, будем искать. И побежали искать. Да, побежали искать, потом через день прибегают, говорят: нашли. Харьков, окружная дорога, то-то, то-то, предположим. Или любой другой заказ.
Да, любой другой заказ, если что-то нужно, они там выполняют некоторую работу. Да? То есть участвуют в вашей жизни определенным образом. Все? Хорошо. Вопросы есть? Хорошо. Давайте дальше. Следующий пункт. Затемнение. Затемнение. В данном случае, посмотрите, пожалуйста, это такие вот условные изображения. Да, вот, нарисовано условно, что там, человек по пояс почти, у него капсула внизу затемнена. Да, то есть внизу, скажем, накопились темные энергии. Затемнение может выглядеть самым разным образом. То ли внизу болото, то ли там такие вот зеленый дым на уровне там, верхней части капсулы или там, наполовину капсулы, да, то ли еще что-либо. То есть внутри капсулы, вместо того, чтобы она была заполнена светом, что-то тина, паутина, понятно, неважно, жидкости, газы, кирпичи валяются, там такая свалка какая-то, у каждого свое. То есть что-то лишнее валяется или витает в воздухе, ну или там как-то обляпана изнутри капсула ваша, да. Ну, кто там как убирает в квартире, по-разному бывает. Понятно, в общем, лишнее. Пожалуйста, затемнение теории. Вверх, низ, середина, точка запятой, там во всевозможных комбинациях. То есть это может быть в любой части капсулы. Да, там что-то. Вверх, низ, середина, точка запятой. Дальше. Жидкость, газ, другое, точка запятой. Вот как материя имеет различные состояния, точно так же энергия, она имеет еще большее число состояний. Газ другое, точка запятой. Дальше, что вот эта энергия делает? Отравляет. Вот вы дышите, и вам нехорошо. Да? Отравляет. Отягощает. То есть вы идете ногами вот через болото постоянно. Да, неприятно. Отягощает. Дальше. Среда для сущностей. Если вы в своей капсуле завели болото, шансов, что там не будет лягушек, очень мало. Лягушек, крыс, там, ну, кто обычно живет в болоте или вот в какую среду вы разводите. Это питательная среда, подходящая для определенных существ. Для сущности и так далее. Точка запятой. Из-за сознания и ячеек. Из-за сознания и ячеек. Из-за сознания, то есть ваши программы, там вы генерируете, скажем, все плохо, ах, какой нехороший человек. И вот так 3 раза в день вспоминаем и проклинаем там кого-нибудь, да? И генерируете негативную энергию. Она может или проломить капсулу, разлом, или ударилась об оболочку и стекла. И так каждый день ударилась и стекла, и постепенно так, от пояса до горлышка, и потом уже и дышать нечем. Минута, пожалуйста, по затемнению капсулы, если есть вопросы. Огромная благодарность за возможность познать свою капсулу, поработать со своей капсулой и познать ее глубже. Сегодня лично для меня было более глубокое, наверное, принятие этих знаний, познание, и вот совсем по-другому как-то принималась информация. Вот. И в каждом из блоков, которые сегодня были, и по затемнению капсулы, по разлому, и когда вот в общем смотрели, для меня вот шла информация, вот помимо того, что было еще, а что мне вот сейчас на данном этапе надо сделать, вот я себе даже записывала, чтобы изменить ситуацию, чтобы улучшить, что проработать. И это очень ценно, это очень важно, что помимо вот общих каких-то есть вот конкретно, вот сделай сейчас вот это, и как бы и будет лучше, будет тебе лучше, и для тебя это будет как бы возможность двигаться вперед. Спасибо.